У нас в Питере белые ночи, я уснуть не смог. Что-то и вчера весь день катался на колесе. Сегодня второй день будет. И думаю, среди ночи дай-ка я проедусь. Но чутка мозгу тяжело контролировать и колесо, и мобильник держать. Еще при каждом переходе, приходится его в руки брать. Потому что по бордюрам я еще ездить нифига не умею. Но от самой возможности таких покатушек я, честно говоря, в восторге. И колесо огонь. Я прям не представляю, как я без этой истории раньше жил. Дико нравится. Старинный домик. Великолепный. Надеюсь, его отреставрируют. А вон там Кировский завод. А вон там утреннее солнце фигачит. Ну да, через переходы только пешком. Если с бордюром я еще съехать, если он адекватно сделанный могу, то заехать не умею. Говорю же, у меня второй день только эта история. Но сама тема моноколеса — это прям предельный восторг. Я вижу теперь Питер так, как я его раньше нифига не видел. На таких расстояниях, на таких объемах впечатлений. Балдеж. Если раньше куда-то было, лень, например, зайти, посмотреть, то сейчас вообще без проблем. Заскакиваешь и наслаждаешься видами. Дэм. Первые автобусы у нас, 5 утра. Вон там очень крутой маленький дворец. Солнце шикарно. О, Токио-Сити. Нужно зайти будет. Единственный рестик в Питере, я думаю, в который стоят очереди. Да-да-да, есть разница. От велика отличается, мне очень нравится то, что ты стоишь прямо. Вообще народ присобачивает на моноколесо седла. Вон такие прям неплохие. Прям что неплохие-то, суперские домики. Вот знаете, я так пешком хожу по Питеру. Иногда встану вот так вот и стою, туплю, смотрю, учусь. Как они могли это строить? Дын-дын.
О, смотрите, самокаты еще не убрали. Но вообще сегодня по Питеру много их видел. То есть, видимо, работают прокаты. Ну и при мне чуваки брали и катались. Блин, как мне нравится эта архитектура. С такими безумно безупречными арочными проемами. И вот сейчас будет хорошо. Оба-на. Оба-на. Опс. Да, я еще не очень хорошо это все дело контролирую. И нужно, наверное, отъехать вот сюда. Вот тротуар, ширина. Вот мне нравится. И вот эти вот излишества архитектуры, как я это обожаю. Которые служат для человека. Обалденно. И такая чудовищно прекрасная арка. Для чего могут быть потребны такие размеры? Ни для чего. Для того, чтобы человек чувствовал себя великим. И вон такие арочки милые. Советские архитекторы развлекались. И вот это вот очень круто. Очень просто, стильно и круто. На моем колесе запас хода вроде бы 30 километров. И вчерашняя покатушка вроде бы была похожа на правду. Что-то в таких пределах. Какая Лапорта, а? Просто. И как вот это вот шикарно все. Блин, нужно будет поездить, видимо, по дворам. По Центро Сторико. И поразглядывать детали. И позаписывать видосы. Блин, я для этого, наверное, сделаю отдельный YouTube-канал. А чё бы и нет. Может, хотя бы он стрельнет. Наконец-то. Впереди же целое лето. Второй день это колесо юзаю. И дико доволен. Я, короче, не наваливаю, а езжу очень медленно. Ну, наверное, километров 10. 8-12 обычно. Ну, сколько ездил. И не то, чтобы мне больше хочется. Мне, если больше, то я перестаю воспринимать информацию. Ой, блин. А езжу я не для того, чтобы откуда-то куда-то доехать, а для того, чтобы смотреть и анализировать город. И вообще это колесо покупал для того, чтобы... Смотрите, какая ажурная штука, а? Ограда обалденная. Ну вот, короче, это колесо покупал для того, чтобы радостно поехать куда-нибудь по-быстрому, найти крутой вид хороший и радостно его зарисовать. Ну и у меня в кармане блокнот, только я сегодня эскизы точно делать не буду. А только, может быть, проектный. Потому что мне нужно фигачить проект. И вот сейчас вот тоже еду и очищаю мозг, чтобы он заработал. Обалденно, да? Это на площади Стачек. Не помню, как сад называется. Поеду медленно.
Ай-яй-яй. Тоже еще не очень хорошо. Езжу медленно. Я ландшафтный архитектор. И поэтому, потому что я хочу стать очень большим таким монстром, я рисую очень много. Ну, я не художник точно. То есть это вообще нет. Это вообще не про меня. А, блин, заехал в лужу. А гидроизоляции еще не делал. Кто там буянит? Люди ломают что-то. Как шикарно, да? Питер. Утро. А я и не знал. Я по утрам вообще почти не выглядывал в город. И вообще это человеку, ну как, не сильно-то нужно. Особенно, когда всю ночь не спишь. А как это оказывается шикарно. Короче, я теперь скачну и посмотрю, как моноколесо работает, как стедикам. Работает ли? Обалдеж. Такой прилетаешь и чуть на другом уровне. О, чао, Питер. Блин, Питеру привет из Питера. Браво. Люди спят. О, круто. Получается? Смотрите, какой. Оба-на. Чуть не грохнулся, блин. Не мой размерчик прыгать. Я понял, да, что с сыном, а не с сыром. Тык-тык. Смотрите, они окна заклеили этой пленкой, которая напоминает окна. Серп и молот. Здания в перспективе рисовать очень просто, если рисовать их через кубики. Рисуйте сначала самые простые кубики, и все получится. А потом начинаем членить их, например, там на низ и вверх, а потом на вертикали оконных проемов, а потом деталям проемы. Ну, короче, от общей формы к частной. Балдеж, а? Вот, нужно... Ну, сыр, да. Блин, нужно в Италию мне купить такое колесо и такие заезды делать по итальянским городам. Вот, я думаю, круто будет. Езжу с веревочкой. И, короче, эта веревочка... О, что я сейчас сделаю? Странную штуку. Не знаю, получится или нет. Меня сейчас слышно? Нормально, да? Вот я прицепил микрофон. Не знаю, должно быть лучше, наверное, слышно. А скажите, какой звук? Есть ли звук? О, супер. О, окей. Я думаю, если ее потом куда-нибудь выкладывать, то пусть звук будет получше. Еще бы разобраться с этим проводком. Блин, ладно. Слушайте, я встал немножко драматично, но быстро. Мне в магазе показали пару упражнений. И я посмотрел на YouTube. И думаю, ну это все просто. И оказалось не очень просто.
Ну, короче, я взял, пошел в парк и начал там кататься. И приложение показало, что я катался 15 минут. Ну, на самом деле, минут 40. Потому что эти 15 минут были разбиты на фрагменты по 2, по 3 минуты. И я так 2-3 минуты катаюсь и отдыхаю. Ну, короче, ничего не получилось. Я дико устал и в отчаянии ломанулся домой. Подумал, может, это вообще не мое. А утром, на следующий день встал, утром выхожу во двор. И 2-3 минуты вот такой же колбасы было. То есть я вообще не понимал, что, как, куда. А потом бамс, чуть подальше проехал. И еще чуть подальше проехал. И вообще нормально проехал. Думаю, только не останавливаться, пока поперло. Ну, а в итоге минут еще 30, наверное, 40 нарезал круги по двору. И все уверенно. На следующий день, ну, думаю, окей, поеду в город. Выхожу во двор. Ну, чуть-чуть не получалось. Потом сразу все получилось. И я думаю, нужно ехать куда-нибудь в центр. И сама поездка меня научит всему, что нужно. Ну, так и случилось. Я доехал до... Какая Лапорта, мама мия. Вон, смотрите. Такой дизайн, такой масштаб, такие размеры. Просто для обычного, ну, не обычного домика. И такие колонны. Я вот так буду практиковать и научусь, наверное, делать хорошие видосы. Доехал до этой Невы, проехался по Неве, на Васильевский заскочил. Блин, как оказалось, все просто. Ну, просто на что тебе раньше не хватало, ну, там, видишь огромное расстояние, и ты думаешь, не пойду. Мне как, нет, не пойду, зачем мне? А на этой ты просто стоишь и смотришь в ту сторону, оно само едет, и ты довольный, и все видишь. Если так рассматривать, то у меня в Петербурге огромное количество нерассмотренных мест. Да, сейчас 5:18. Так, переставлю камеру. Ой, нет. Микрофон. Но, браво. Еще, может быть, зацепите белые ночи, потому что они, по-моему, до 25-го. И вот я вот эту модель купил, потому что, ну, на самом деле я хотел другую, но так как белые ночи уже кончаются, я думаю, я не должен пропустить белые ночи. Я должен покататься. А мне все не приходило. Ну, то есть непонятно, когда привезут ту модель, которую я хотел. Ну, и Яндекс.Маркет какую-то ерунду учинил с доставкой. Еще что-то. Ну, короче, я психанул. Зашел в магазин и спрашиваю, типа, покажите мне что-нибудь. Они мне говорят, ну, вот такое есть. Ну, я говорю, я беру, окей. И очень доволен. Но потенциально хочу, конечно, посильнее. Не то, что мне скорости нужно, а вот на этой запас хода 30 километров я его вчера скушал. И это в таком пробном заезде. То есть, по сути, мне хорошо бы, наверное, 60. А вот эта вот модель, которая 60, еще поставки в Россию не пришли. Смотрите, какие полуарки, а. И там маленький проход для как будто бы маленького ослика. О, алые паруса 25-го, да? Ну, дело хорошее. Народу будет много. Я думаю, будет весело.
Ну, алые паруса вообще огонь. И этот кораблик уже ходит там по Неве. Так что его готовят. Так, переставлю ногу. Не всегда удачно встаю на подножки вот эти. И на ходу не очень получается переставлять ногу. Поэтому останавливаюсь. Ты-дын. Надо ближе к краю тротуара ехать, потому что иначе превосходные домики, которые тут не очень, может, удобно рассматривать. Нужно мне потом посмотреть этот видос. Что я снимаю? Опа. А сейчас мы подъезжаем на Нарвскую. Тык-дык. И там, конечно, Нарвские ворота. Дык да. Вон, я только что с тачек проехал. И вон они, Нарвские. Их сделал великий Стасов. А великий Клод поставил туда коняшек наверх. Я думаю, так да. Я думаю, где тут в 5 утра, 5:30, может быть кофе. И вон такая архитектура. Не знаю, кто не видел. Советские архитекторы жгли напалмом. Ну вот это весело, вот это очень круто. Это ДК Горького. Советская архитектура, а внутри такие пространства, это обалдеть. Там ходишь и балдеешь. А вон само метро. И первые люди. На Нарвской отлично. И такие дверные проемы. Как Стасов, какой крутой. Я туда прихожу пить кофе. Вон там есть заведение сестры, я беру там кофе и иду туда сидеть, пить кофе и думать. Голуби проснулись, и народ оживает понемножку. Вот, я думаю, я так поезжу, стримы поведу. Короче, внимание переключается с моноколеса на ведение стрима. И такое ощущение, что сам вот этот процесс прокачивается получше. Сейчас будет сложно. Тын-дын. Вписался. Браво. Упс. Пока открыты такие заведения, в которых я совершенно не готов брать кофе. А что-нибудь приличное, я даже не знаю, где тут может быть. Да еще работающее в такую рань. Солнце фигачит прямо в лицо. Колесо фигачит норм. Вот переключаю внимание на что-нибудь другое, и сразу начинается такая болтанка. Надо сосредоточиться на поездке и на домиках. Но у меня перегруз вот этих моментов, которые нужно контролировать. Ну, все перегружает само моноколесо. Но очень хорошо, что народу нету. И я спокойненько езжу.
Самое трудное ездить среди людей. Из того, что я вот из вчера понял, когда ты пешеход, то, короче, такое ощущение, что все, что может произойти, это все довольно мягкое. А когда едешь на какой-нибудь такой балде, то получается немножко стрёмно. Смотрите, какие заборы, а? Обалдеть, русты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, это что-то новенькое, современное, бессмысленное. А вон там, подворье Валаамского монастыря, его построил архитектор Косяков. Это мега-архитектор, вообще просто чудовищной продуктивности. Он построил морской собор в Кронштадте. Вот тут, на обводном канале, подряд просто 3 храма, которые он построил. Это в сторону, сейчас скажу, остров-то Канонерки. Не помню, как называется, но там на мосту. И за Балтийским, у Варшавского вокзала. И вот этот. И подворье Оптиной пустыни на Неве. Еще, как я понимаю, очень много по Петербургу и очень-очень много по России. То есть невероятный был какой-то архитектор. Бодрое утро. Так. Не хотят, чтобы я проехал норм. В такие маленькие штучки я вписываться пока не умею. Ну вот. Я ближе, наверное, подъезжать не буду, а немножко в другую сторону ломанусь. Но утреннее солнце встречать — это, конечно, прям огонь. Блам. Вон домик шикарный просто. Наверное, я когда освоюсь с колесом, я не буду держать в руке вот эту штуку и смогу, например, когда еду, изображение на камере свайпить. Но пока мне нужно контролировать. О, чувак, тапливает. Вот тут очень крутая архитектура, которую они спрятали. Я надеюсь, они ее реставрируют, а не гробят. Там парк. Там тоже симпатичный домик. Ну, потом как-нибудь покажу. Потому что мне понравилось. Блин, мне понравилось так ездить. И с такой поездкой мне говорить намного проще, чем когда я рисую. Потому что когда я рисую, я обычно проектирую. А когда ты проектируешь, то невозможно поддерживать болтанку. Это еще, может быть, с клиентом могу напрямую. О, я поеду вон туда. Потому что мне хочется немножко солнца. И поеду как раз
рядом с красным треугольником. На самом деле я ищу кофе. А где я смогу пить кофе? На Болтах, может быть. Ну, то есть, я думаю, до Болтов доеду, до Балтийского вокзала. И это так прикольно. 5:30 искать. Ехать искать кофейню. И за 2 километра за кофе не проблема скататься. Что-то я в восторге. Вот смотрите. Это красный треугольник. Тоже старинные историчные здания. Очень хорошая архитектура. Не знаю, как насчет производства там. Тут много помещений сдают в аренду. Блин, так круто с солнцем утренним. Как же я без этого жил-то? Какой молодец, что сегодня не тупил, а выехал. Как в ваших городах погодка? Вот чуть поднимаю руку от обычного положения, и сразу же меняется полностью баланс. Я что-то так сходу его компенсировать не очень хорошо получается. И вчера пытался рюкзак с одной лямки надеть на 2 лямки. Вот не получилось, кстати. Это, наверное, нужна прям нормальная опытность. Иначе не прокатит. Вот этот километраж сейчас набираю. В Питере тоже тепло. 22, наверное. Вон оно сейчас вылезет и будет жарить. Главное успеть загореть за этот небольшой промежуток времени. И так едешь, и мозги причащаются. Ноги, правда, немного устают, потому что я еду пока на полусогнутых. Чуть-чуть. На смягченных коленях. Ай, блин. Не знаю, как это правильно, неправильно. Говорят, вроде на прямых нужно. Но тут ничего не делают с газоном, и мне это прям очень нравится. Природа, если ее не трогать, она сама становится красивой. А где что-то делают, ну вот просто прям ни о чем. Вот ни о чем. Сейчас приедем туда, где ничего не делают. Ну нет, тут что-то делают. Поэтому не очень все симпатично. И тут много крутых домиков. Если я не потеряю энтузиазм на такие поездки, то тут есть прям что поснимать. И про что поболтать. Вот пока сколько не езжу, никакого желания вваливать вообще нету. Вот
просто вообще. Это где-то у меня сейчас километров 10, наверное, в час. Ну, короче, от 8 до 12. Немного воды на асфальте, и уже чувствуется, как меньше контроль колеса. Ну, хотя что, мне нужно, километраж набрать, чтобы тело научилось само реагировать. Так, я уже недалеко от Балтийского. Думаю, тут-то должен быть нормальный кофе. Вон, смотрите, какие домики смешные, просто прям. А вот этот классичный, с рустами. А вон то геометричный, смешной. И вот здесь, наверное, что-то построят. Иначе зачем все? Вон домики поломали старинные. Вон крутой домик. Но к нему может быть на обратном пути. Ты-дынь. Вот чувак на велосипеде проехал. У него прикольно, батарейка не кончится. Насколько натренировался, настолько и едешь. Я думал, можно подзаряжаться, наверное, там в заведениях, куда-нибудь зашел, сидишь, кофе пьешь и заряжаешься. Но сейчас у меня с собой нету шнура. Что вы думаете, найду у Балтийского вокзала кофе нормальный? Это же Питер. Да блин. Все нормально, не встать на него. Да блин. Да блин. По идее, должен. А вот и Балтийский. Он офигенный. Абсолютно офигенный. О, проеду мимо этого зеркала. Хоть сам посмотрю, как это выглядит. А вот он я. Всем привет. Чао-чао. Питер, конечно же. Это ж Питер, блин. Вон там смешную штуку построили РЖД для себя. Ну, типа, мы что-то понимаем в архитектуре классики. Вот архитектура классика. Балтийский вокзал. И такой вход на техничное пространство вокзала. И я даже не знаю, где здесь брать кофе. О, Бургер Кинг. Хотя бы. Он же, наверное, круглосуточный. В Питере очень круто. Особенно в белые ночи.
не круглосуточно. С 6 до часу еще 20 минут. Ждать или искать. Ну, Бургер Кинг, он кофе не отличается, конечно. Но я думаю, это лучше, чем в магазинах 24 часа кофе покупать. На вокзале наверняка есть хороший кофе. Только меня туда пустят ли? С колесом. Блин, вокзал офигенный. А метро еще не менее офигенное. Оно вообще эпичное. Дальше некуда. Дорический ордер. Такие колонны, да, с канилюрами. Никогда не было повода заехать сюда. А теперь есть колесо, поэтому легко заехать и посмотреть, как же он организован. Вот он такой. А вон там поезда. Блин, надо же, повернулся. Так. Думаю, где я могу взять кофе? Не понимаю. Ну, там прикольный садик. Можно поехать на Московский проспект. Потому что если поехал в ту сторону, то чего бы и нет. Доброе утро. Да, удобно. Вообще супер круто. Тык-дык. Там вроде бы есть такие по которым можно проехать. Но там, наверное, такие уклоны, которые я пока фиг знает. Особенно держа в руках трансляцию. Или попробовать, чего бы нет. Ну-ка, эксперимент. Да, нормально, приловчился уже. Вот сейчас будет сложно. Потому что уклон нифига не моих возможностей. Я на таком еще не умею. Не знаю, сколько градусов. Колесо-то точно может. Мне придержаться нечем. О, еду. Браво. Ать. Так. По-другому вес распределяется немного. Ну, короче, можно ехать. Та-дын! Я смог. Колесико везло немножко медленней. Старалась, но справилась. Сейчас обратно вернуться в обычную. Да блин. Вот зачем мне ручка. Потому что оно от меня убегает.
вернее поводок. И во мне просыпается конник. Я пытаюсь его шинкелями контролировать. И поводом. Выезжал, было холодно. Ну, прохладно. А теперь прям чувствую, что жарко. Лента, наверное, закрыта. Ну уж тем более заведение в ленте. Вон она там. Она же не круглосуточная. Жеш. Или круглосуточная. Да блин. Ну-ка съезжу, посмотрю. Похоже, закрыто. Да, закрыто. А у меня что-то помнилось, что как будто бы открыто, но это у меня, наверное, воспоминания давние. Прикольно по парковке кататься на колесе. На одном. Ну-ка. Бамс. Получилось. Ну-ка еще раз. Бамс. Получилось. Браво. Это Питер. Сейчас подъеду к Варшавскому вокзалу. Так, еще раз. Бамс. Получилось. И бамс получилось. Браво. Вон там не получится, поэтому буду слезать. Слушайте, это затягивает. Прям реально затягивает. Так бы катался и катался, да. Вот здесь днем все хорошо с кофе. С очень разным. Тык-дык. Прыгнул. Браво. Ну а сейчас без 10:06. Да блин, сам не знаю, что так рано. Проснулся. Ты-дын. И потому что белые ночи хочу захватить.
там я кофе не найду. Ложился, только ненадолго. Белые ночи, блин, фиг уснешь. Тык-дык. О, съехал. Заехал. Браво. Съехал. Заехал. Блин, не очень удобно. Съехал. А ну-ка сюда. Заехал. Вот сюда, может, схожу сегодня утром на литургию. Да, людей нет, круто. Нет, моноколесо. Я на днях его купил и теперь учусь ездить. Крутая штука. Опс. Опа. Блин, заехать не получилось. У нас самокаты в Питере, блин, фига, меня повело. Самокаты в Питере запретили. Электросамокаты. Ну и как я тут проеду? Типа что? Ну, по этой балде можно... Ну, блин, что-то... Да, надо... Да, ладно. Я лучше так. То навернусь тут. Все-таки у меня опыта минимум, блин. Ездить по таким. А вот ребята какие-то сделали недавно ЖК. Мне не нравится. Мне очень не нравится. Ну да, все прокатчики должны были... Ну, личные, может быть, можно еще кататься, но все прокаты, которых было дофига у нас, закрыли. Это район, наверное, Адмиралтейский, если ничего не путаю. Ну, вон там магазин Фрунзенский, универмаг. Я подъезжаю к Московскому в надежде найти там кофе. Клево пролетать мимо деревьев. Слушайте, кстати, прикол. Голуби. Ну, потому что людей сбивали на самокатах. Ну, и там несколько инцидентов таких произошло. И вот. Потому так и запретили. Вот, голуби пролетают прямо рядом. Потому что у них, видимо, отформатировано на плюс-минус какую-то типичную высоту человека, среднюю. И вот они прямо рядом с головой пролетали, летя мимо. Как будто бы они не адаптировались к тому, что человек может ехать выше. Ну а когда едешь на вот этой штуке, то... Ну, прям на самом деле из людей, идущих, высовываешься ощутимо. Так, мне туда. И это Фрунзенский. Там много симпатичных домиков. Я надеюсь, там какое-нибудь утреннее заведение.
Но не может быть ничего уже. Не быть. Да, я как только из Питера отъезжаю куда-нибудь, очень быстро начинаю скучать. Блин, сначала думал не рассредоточить внимание, а оказывается можно. То есть я сейчас уже практически не отвлекаюсь на трансляцию, а все внимание на поездке на моноколесе. Как будто бы мозг понял: окей, есть еще одна задачка, ее нужно увести в фон. А вон чуваки на скейте. Тык-дык. Такие хардкорные спуски. И вчера по набережным поездил, и прям на плитах, на гранитных, трясет ощутимо. Тын-тын. Одно деление уже ушло. Опс. Тыдын. Блин, утро шикарно. Шикарно. Получилось. Медленно ехать трудно. Но в принципе, если, я думаю, научиться медленно ехать, то можно и лавировать потоки людей. Ой. Одна нога неудобно очень стоит. Колесо стоит 38 900. Колесо 38 900. Это InMotion 5F. Что-то такое, если ничего не путаю. Кофе с собой. Ну, дайте мне кофе с собой. Что вы все спите? Почему вы спите? И тут все спят. Вон верстовой столб. Крутая тема. Старинная. И парк чудесный, а? Вообще офигенно же. А если утром не проснуться и не впилить куда-нибудь, то всего этого не видишь. И тут закрыто. Ну что такое? Почему?
Я много где работаю. Вон громозеки какие у нас просыпаются. Такие. Слушайте, а кофе все нету. Как быть? Что делать? Человеку же кофе нужно, важно, утром. Вот я человек. Утро у меня вот тут сейчас. Кофе где? Иди. Иди кофе. Иди. Которые крутые, эти блогеры, которые на моноколесах фигачат. Это Московский проспект. Я подъезжаю к... Вон, видите, в прокате стоят самокаты запрещенные. Питер. Это Питер. Блин, забыл, что хотел сказать. Вот уже вылетело из головы. Вон какой домик крутой. А? Суперский. Да-да-да, московский. Крутотень. Ионические полуколонны. Вон полные колонны. Короче, вот эти блогеры. Московская площадь далеко туда, очень далеко. Прям очень далеко. Ну, не очень, но далеко. Вот, короче, которые крутые, они снимают с такой камерой, называется Insta360. И, короче, она на палке прикреплена, но палка типа этого, как же называется-то, зеленого экрана. Ну, короче, палки не видно. И снимает на все 360 градусов. Классный технологический, да? Крутой. Не, наверное, к центру не хочу. Я ищу кофе. А все заведения закрыты. Ну, в центре, конечно, я бы нашел. Но мне так-то и поработать, наверное, надо бы. А для этого нужно доехать до дома и сесть за компьютер. Ну и дома, конечно, есть кофе. Но я думал, блин, найду, но в 6 утра нету ничего в Петербурге. В историческом центре. Что такое? Как такое может быть? Это драматический удар для меня. Это я еду на моноколесе. Тык-дык, тык-дык. Бон.
голуби летают. И вон вороны скачут. Тык-дык. Вот такое. Что-то схватило, что-то уперло. Молодец. Да, я думал уже. Короче, ну, у меня сейчас-то с собой тык-дык. Рюкзака нету. А если рюкзак, то нужно брать этот термос. Кофе заварил нормальный. Нормальный кофе заварил. Моки сварил, лавацу, вся фигня. Потому что в Питере это какая-то территория ереси жуткой. Ну, есть направления кофеен, которые делают кислый кофе. А есть направления, которые делают горький кофе. И я прям не раз натыкался на кислый. Ну, в смысле, я не выношу кислый кофе. Кофе должен быть горький. Ну, все закрыто, а? Ну, что вы, блин. Горький, да, нормальный, правильный. Я, например, в Италии не представляю, чтобы можно было купить кислый кофе. Что это? Это в какой-нибудь Финляндии, да. Они этим славятся. И в итоге и Питер к этому приучили, к своей ереси. Это Троицкий, по-моему. Троицкий собор. Не помню, кто его архитектор. Вернее, наверное, даже не знаю. Нужно погуглить. А это Измайловский гостиный двор. Не наш большой гостиный двор, а поменьше. Существенно. Несколько лет назад там сгорели вот эти купола. Был большой-большой пожар. Ну да, это вроде в границах Адмиралтейского. И сгорели все. Но вот, слава богу, их восстановили. И вон там стоит памятник оружию. Там пушки составляют тело этого памятника. И вокруг тоже пушки. Так. Блин. Приходится пригибаться. Иначе бы сейчас я впилился бы. Тык-дык. Так. Шансы на кофе уменьшаются невероятно. Вот он. Шикардос. Какие люди были, которые могли такие штуки строить. Так, если я пойду туда, то фигушки. Если я пойду туда, может туда? О, спасибо за отзыв. Думаю. Лучший кофе в Петербурге есть на Тургеневской площади. Там держит кафе «Итальянец». Заведение называется Джуста. Это микрозаведение вообще. Но там больше я не знаю где делают нормальный кофе, который похож на кафе «Нормаля», ну, к которому я привык, Пезаро. Ну, вообще в Италии. А в принципе в Питере я до сих пор не мог найти никаких других заведений, где бы кофе был похож на нормальный кофе. Если он кислый, то понятно, что это вообще уже типа даже и говорить не о чем.
А если он горький, ну, все равно там нормального подобия, нормального кофе я не находил. Вот как раз на площади Тургенева, там вот в этом Джуста, там как раз похоже. Я не знаю, что этот итальянец делает за магию, которые почему-то не могут наши баристы повторить. Но вот он ее делает. А что такое Петрога? Кафе Ягода? Я, честно говоря, даже не слышал. На Петроградской? И типа они могут? Это не знаю, что за здание. Это здание администрации. Я когда-то здесь работал, когда я работал журналистом. Там, не помню, какие окна, но, по-моему, крайние верхние. Я работал журналистом в газете. Называется «Коломна». Это было веселое время. В общем, у меня с этим домиком связано ностальгических воспоминаний. Кафе Ягода попробую запомнить, посмотрю. Вчера как раз много катался по Петроградской, но кофе брал какой-то простецкий. Ну, журналистам очень интересно работать, очень круто. Ты всегда в каком-то невероятном материале. Очень интересно. Такие домики. Ну, в общем, мне нифига не встречается кофе. Ну, единственное, знаете, надежда. Вот я сейчас возвращаюсь уже. Вон там виден Варшавский вокзал. А на Болтах, наверное, открылся этот несчастный, как его, Бургер Кинг с его таким кофе. Таким себе. Бургеры, может, и нормальные, но я к бургерам так довольно равнодушен. Вон какие домики. В принципе, вроде бы камеру-то не трясет, да? Или может еще, если пойдет, стадикам купить? Так я не работаю журналистом. Я работал ему лет 10, наверное, назад. Я ландшафтный архитектор. Моя работа проектирование. Сегодня смотрел всякие эти стадикамы. Но это много сущностей получается. Колесо, мобила, микрофон, еще стадикам. Вот потом, если мне TikTok даст скачать это видео, он иногда говорит нет, особенно на длинных трансляциях. Говорит, фигушки,
Я хоть посмотрю, как оно. Вон туда планирую на литургию. Часам к 10. Тудым. А вон Варшавский, а вон там Болты. Честно говоря, у меня ноги немного уже подустали. Это потому, что я стою, на полусогнутых. Постоянно пытаюсь компенсировать вот эти неровности асфальта. А надо вроде бы стоять на прямых. Поэтому у меня мышцы, те, которые не участвовали в таких упражнениях раньше, они напрягаются и устают. Потому что специальные мышцы под это не прокачаны. Сейчас за лето, я думаю, они прокачаются нормально. Какая архитектура, а? Такие большие штуки. Обожаю. Конечно, я не мог бы снимать вот это вот все так плавно, просто идя. И точно не смог бы это снимать на велике. И на самокате уж 100%, потому что там руль не отпустить вообще никак. Да, архитектура невероятно крутая. Какое счастье жить в Петербурге вообще. И такая дверь, У меня аж слов нету от восторга. Сейчас поеду туда, к вокзалу. Да, наверное, поеду вот так. Будет проще. Да, тоже Питер невероятно обожаю. И чем больше езжу по миру, тем больше понимаю, насколько Питер крутой. То есть раньше, когда сравнивать было не с чем, никуда не выезжал, там ничего не знал особо. Я думал, город и город. Ага, сейчас. А теперь просто прям обожаю и ценю. Он уже поток разъездился, выезжал, только начинал. Вообще народу не было. Упс. Есть такой чувак, который оставляет вот такие метки. Ходит по Питеру и рисует... Как это называется? Теги? Да, тетенька, окей. И вот очень много, очень-очень часто я его встречаю. Вон старинный домик, а вот реставрация. Да, теги. Вот там должен быть мой кофе. Это ж я сколько километров проехал сегодня. За чашкой кофе. И до сих пор не обрел. Он самый легкий из колес.
из тех, которые реально можно купить. Он весит 12 кг. Но таскать его, в общем, я замучился. Потому что я переношу каждый пролет, ну, вот этот, дороги, переход. И когда, например, народу много, там едешь, у меня не получилось проехать по Дворцовому мосту нормально, потому что прям народу ходило дофига. Они все хаотичные, невероятно. И такие, по ощущениям, беззащитные. Сейчас наедешь, и все. Ну, я не знаю, куда-то вон целенаправленно. А вот люди уже работают, продают цветочки. Я в такое время обычно не бываю. В сознании. Я дрыхну. Так. Нужно не менять руку. Второй раз подъеду к зеркалу. Ну-ка. Попробую медленно, чтобы видеть. Блин. Вон он, я. Качусь. Тык. Так. В шаурме я точно не хочу кофе покупать. Пусть это будет хотя бы Бургер Кинг. А на вокзал меня могут не пустить с этой балдой. Вот с этой. Открыто. Браво. Сейчас на Балтийском вокзале. Сейчас, наверное, бриту кофе. Наконец-то. А чтобы мне это сделать, нужно завершить трансляцию. Потому что как я буду иначе оплачивать? Блин, они еще маску попросят надеть. Гадство. Но у меня есть маска. Но я понял, почему они просят. И я теперь делаю. Потому что иначе они штрафуют этих пупсиков, которые продают. Стоят на кассе. Если не одеть эту гребаную маску. Блин, она в сангине. Интересно. Окей. Сейчас, может, трансляция свернется, а может, не свернется. Попробую. Мне же нужно будет оплатить. Оплачу мобилкой. Ну-ка. Ну. Блин. Что я хочу? Что это? Вот это хочу.
Да вроде пока не понял, как они отреагируют. Блин, как неудобно. Да. Спасибо. 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 Блин, мало рук. Но теперь проблема, потому что реально рук-то мало. В одной руке повод от колеса, в другой мобила и кофе. И как быть? Я знаю, где я хочу пить кофе. Это маленький садик посреди площади. Так, распутать бы эту всю балду. Блин. Сколько народу, но я не могу их показать, потому что иначе переверну стаканчик с кофе. Я просто хочу ломануться в садик и поставить стакан и попить кофе. Тык-дык. Блин, до сих пор не облился. Тут удивительно.
Все, сел. И вон там Балтийский вокзал. Вот и мой кофе, за которым я мчал. Неизвестно сколько километров. По-моему, дофигища. Ноги гудят. Я сижу, нормально чувствую себя. Вполне. Сейчас, секунду. Тык-дык. О, у меня в кофе, оказывается, и печенька есть. Это я вчера тестировал какой-то кофейник. И там они, давай мы зарегистрируем себя в базу. Я говорю, давайте. Потому что кофейник по пути. Они сделали мне кофе. И говорят, печенька бесплатная. Я ее взял, только я забыл. Забыл про нее. А вот сейчас к утреннему кофе она как раз очень в тему и нашлась. Блин, так классно ездить по утрам. И нужно еще, конечно, ночной заезд устроить, пока белые ночи не закончились. Вроде постепенно уверенность нарабатывается. Я доволен. Огонь. Кофе такой себе. Пока не буду переворачивать камеру, потому что не только пью кофе. Не только. Колесико вот такое. К этой марке я был настроен очень скептически и не хотел ее покупать. А купил ее, потому что психанул. Но я не могу, я курю, сижу, курю. Меня же заблокируют. Докурю, переключу камеру. Вот, Тут наждачка. Вот эти... их мягкости для... сейчас. Еще что-нибудь. Их мягкости хватает, чтобы кататься, но нифига не хватает, чтобы учиться. Потому что я, знаете, что делал? Когда там тренировался, я же немного тренировался-то. То есть фактически около часа в сумме, да меньше. Реально меньше. Сбил ноги вот здесь. И вот сюда, под джинсу, привязывал, полотенце намотал на ногу. Вот такой лайфхак. И тогда было не больно. Вот этой мягкости явно не хватало. И от папки для рисования формата А3, потому что я перешел на формат А2, мне уже пофигу, отодрал вот эту ручку и примотал ее сюда. Поэтому теперь оно выскальзывает, когда я его ловлю. А ловлю тоже интересно, потому что, не только ловлю, у меня автоматический навык есть. То есть я на конях-то нормально покатался. И теперь вот это вот то, что на конях, переходит в парадигму моноколеса. Я пытаюсь шинкелями. Шенкель — это вот это место в ноге. Им управляешь лошадью. По сути, пытаюсь это все переносить сюда.
с разной степенью успешности, и несознательно, на самом деле, а инстинктивно. И вот такие вот подергивания у меня присутствуют, когда ты лошадь немножко осаживаешь так, типа, вместо того, чтобы тормозить, как нормальные люди. Блин, вот эта печенька вчерашняя, наверное, еще съедобная. И вот это. Я думал, будет прохладно, а вот нифига не прохладно. Жарень. Это памятник. Вон там Балтийский вокзал. Голуби шныряют. Молодцы. И народ проснулся. 6:37. О! У меня же в уведомлениях есть, сколько я проехал. Короче, сейчас я проехал 15 километров. И у меня 65% заряда. Ну вот примерно так и выходит, что это на 30 километров. Но я ехал супер медленно. Ну, потому что видос снимал, потому что умею плохо. Ну и потому что вваливать как-то вообще не хочу. Ну, всегда была лень сюда зайти. Потому что приезжал обычно, если я тут тусовался, или сразу шел в метро, или на вокзал. Ну, классно, кому надо, тут бросает, браво. Или, ну, короче, не заходил в этот садик. А, блин, с колесом нетрудно зайти. С колесом, оказывается, вообще удобно попасть туда, куда тебе все время лень подойти. И вот это меня дико радует. Я недавно купил себе странную тоже штуку. Знаете, доска с гвоздями, на которой йоги стоят, типа. Я тоже себе такую купил. И чувак, который мне ее продавал, говорит: я вот долго курил много, а потом встал на доску и бросил курить. Браво, я ему говорю. Ну вот что-то я немного стою уже на этой доске, но нет таких порывов к ЗОЖу совершенно. Скамейки симпатичные. Чугунные, блин. Ну, кофе нормальный. Ну, ничего. Ну, обычный кофе. Бургер кинговский. Но я же ехал за ним 15 километров. И ноги так весьма гудят. Ну, классно. Я думаю, как привязывать эту штуку? Как, чтобы ее не сперли? Что с ней делать? Как вы думаете? Мне вот такой совет нужен. Я, например, иду на стрелку Васильевского острова, и там у нас бачата и сальса. И это же Питер. Все девахи красивые, что вообще.
Ну и, короче, я там дэнсю. Часа 2-3, наверное. И вот чтобы оставить вот эту штуку, а идти танцевать, я думаю, что нужно делать? Взять ее автомобильным, этим, как велосипедным. Почему вас интересует, как я живу? Что это? Смотрите вон лучше на птичку. Вот. Я думаю, там же есть огромные цепи вокруг астральных колонн. Я же могу взять автомобильную эту хрень, не автомобильную, велосипедную, замок, продеть его сюда и прицепить к этой цепочке. А там народу собирается, ну, человек по 300, по 500 бывает. То есть толпень такая вообще не углядишь. Да и вообще не до этого. Когда ты возьмешь симпатичного пупсика, ты, в общем, не думаешь про моноколесо. Я его брал тоже для того, чтобы и туда было комфортнее ездить. То есть на наброски, на эскизы, на то, чтобы куда-нибудь приехать и проектить, и на танцы мотаться, на стрелку. Доброе утро. Не, в Кронштадте был пару раз только. Как бы живешь рядом, но не доехать все время. И рисовать не пробовал. Но он, конечно, потрясающий. И его тоже сделал архитектор Косяков. Вот он там сделал храм. Вон там 2 храма. На Неве подворье Оптиной пустыни. И морской собор в Кронштадте. Чертежи я видел невероятные просто. Как они так делали раньше? Ручная графика. Все шикарно. Интересно, кто архитектор вот этого вокзала? Балтийского. Мне кажется, у меня сейчас на руках камера трясется больше, чем когда я еду и снимаю. И трогательное петербургское озеленение. Вот такое. Вот такое. Вот. Да охренеть, какое озеленение вообще. Солнце уже начинает припекать. Нормально заряжает. Какой у вас где?
Вот и я пью кофе. Немножко отдыхаю. Да, что-то селфи-камера у меня не особо. И смотрю, как они это сделали. Почему вы не спите? Без 15:07. Вот утро, и что-то на солнце, наверное, потому что... О, у меня же моноколесо. Я же могу взять в работе паузу, ломануться в парк и позагорать. Круто. Все, браво. Наконец-то я поеду загорать. Все нормальные люди едут куда-нибудь, там, в Репино, Брощино, еще куда-нибудь. А я хотя бы на травку вылезу. Только нужно записать это в список дел. Иначе вылетит из головы стопудово. И сегодня у меня еще план, но я, изучаю там, что с этим колесом можно, что нельзя. Наверное, пойду на литургию с утра. Поеду на нем. Пустят ли меня с этой еретической балдой в храм? Или выгонят нахрен? Блин, мне нужна мобила с широкоугольным селфи. Это TikTok, наверное, просто не поддерживает. У меня же есть широкоугольная камера, и мне не надо бы так от себя отдалять вот эту мобилку. Но почему-то TikTok не хочет на нее переключаться. Поэтому приходится вытягивать руку. Прилетел голубь. Мне кажется, он чует, что тут можно что-то пожрать. Ноги гудят. Но я доволен. Я давно таким превосходным Питера не видел. Это прям круто. Последние разы, когда я утром двигался в сторону дома, это когда сидишь, делаешь проект какой-нибудь и идешь в кофейник, чтобы просто тебе не было где лечь. И потому что ты сидишь в кофейнике до утра, до упора, потом выходишь. Я любил эти кофейники на Петроградке, кофе-хаус, пока его не скушала. Шоколадница, по-моему, наверное. Вот, выходишь и смотришь эту безумную панораму распрекрасную Невы с колоннами, с растральными. И такой, какие люди это все делали. Какие крутые, а. Да, Питер вообще невероятный. Вот я
понимаю, что вот с этой балдой я вижу его вообще по-другому. Ну, чуть другой ракурс, потому что повыше, чем обычно хожу. И такое восприятие, как будто бы мне домики показывают, знаете, такие архитектурные таймлапсы, когда камера летит так вокруг объекта. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. И это оказывается прям круче, чем просто ногами ходить. Ну нет, ногами ходить все-таки еще круче. Но когда ногами ходишь, устаешь. А с колесом не устаешь. Поэтому спокойненько огромное количество. Вот мне в Италию нужно моноколесо стопудово. Потому что вот это мне же не дадут провести в самолете. Там же аккумулятор, вся фигня. Хотя ребята, которые мне его продавали в магазине, сказали, что там аккумулятор стоит меньшей мощности, чем ограничение на перевоз в самолете. Но я, в общем, не уверен. Это... Не знаю, откуда они это взяли. А было бы круто. И вот это кинуть в багаж. И... прилетел куда-нибудь в Милан Мальпенса. Доехал до Милана Централя и по Милану. Или по Риму. Ну или на худой конец по Римени. Но я прилетаю обычно либо Милан, потому что там билеты бюджетные. Нет, у меня нету дома в Италии. Но я там работаю иногда. Вот, прилетаю обычно через Милан, потому что, ну, до пандемии там были максимально бюджетные ценники туда. Ну и там знакомые еще, друзья. Или в Рим. Ну, в Рим в среднем по больнице подороже, но я очень люблю Рим. Вот. Или в Римени. Но в Римени скучно, потому что это... Ну, в общем, Римени по сравнению с Миланом такой очень пикколо чита. Маленький. Ну, и с Римом вообще не сравнишь, конечно. Вот думаю, прилететь туда, сразу же встать на моноколесо и ездить и скетчить. Ну так, мне кажется, что будешь. Не постоянно же эти всякие ограничения-то. Вон Победа уже летает в Италию. Только кого она возит, я не понимаю. Прикиньте, 15 километров ехать за чашкой кофе. Браво. Бодрое утро. Если TikTok даст мне скачать этот эфир, я хоть посмотрю, как нормально ли такие проездки записываются.
Самому интересно просто прям. И колесо какую-то такую невероятную свободу дает, прям это чувствуется. Почему я раньше этого не использовал? Я прошлое лето откатался самокатом, электросамокатом, но мне не зашло. Ну, во всяком случае, он был тяжелый такой, прям, как называется, рейсовый, что ли. С огромным аккумом, ну, тяжелый, огромный. Ну, мощный, да, супер. Ну, как-то мне показалось, он мне больше проблем создает, чем помогает. А вот это нет, это прям помогает. О, прикольно. Я думал этот эфир скачать, куда-нибудь на YouTube залить. Не знаю, нужно ли на мой рисовальный канал. Хотя его нужно расширять, потому что там рисование как-то вообще не заходит. Или на какой-то другой. Ну, в принципе, то, что я планирую делать, такие поездки по Питеру, это же все равно про мою рисовальную тему, потому что у меня рисование — это архитектура и проектирование. То есть коррелирует, бьется. Ну, нужно подумать. Вот, народ нарастает, но, в принципе, мне сейчас ехать нормально. Там широкие тротуары. Вчера ездил, мне не очень понравилось ехать, когда оживленный Дворцовая, Невский. Ну, на Невский почти не поехал. То есть я посмотрел, сколько там народу ходит, и я понял, что я там не проеду. И окольными улицами ехал. И подумал, что, клевый был бы, наверное, стартап какой-нибудь, который сделал бы по городам маршруты с широкими тротуарами. Потому что по узким тротуарам ехать вообще невозможно. Если бы у меня была эта карта с широкими тротуарами, я бы по этой карте точно и ездил бы. И думаю, у многих такая проблема. Передо мной одна ворона, потому что я сижу в скверике. Вон она. Ходит тут, в озеленении копается, вот в этом, поправляет. А там народ уже нормально ходит. Все проснулись. Там на остановке чумбрики стоят. Вон там все впиливают делово. Так, я с раннего утра проехал 15,5 километров. И у меня осталось 65% заряда. Они говорят в спецификации, что там 30 километров. А у меня вроде бы остается даже побольше запас. Странно. Не понимаю. Все, кофе закончился. Интересно, я попаду? Попал, браво. Надо ехать, а тут что-то я расслабился.
Да, на электричестве. Там батарейка. Так, просыпайся. Точно, он. Блин, не той стороной. Блин, сейчас исцарапаю весь этой железной штучкой. Да, проснулась. Блин, как повод наматываю. Видно, нужно ехать на конюшню. Сколько уже не ездил? Года 2, наверное. Все, блин, лень матушка заела. Опс. Лошадки боятся очень таких пакетиков. Лежит что-нибудь, они от них любят шарахаться. Вот когда открывается вот это, люди любят хлеб. Фиг знает. Так как я только второй день фактически езжу, ну там тренировки, наверное, не в счет, потому что там прям кратко было. Поэтому я перехожу пешеходные переходы. Ну так, тащу его. А он хоть самый легкий из тех, которые можно купить, но все-таки 12 килограмм. Что-то я не сильно качок таскать. Машины нету. Тык-дык. Да, можно, в принципе. Я думаю об этом, только у меня не возникло пока потребности в этом. Чтобы такое сделать, мне нужно, чтобы у меня сформировалась потребность. Вон там черная кошка была.
Вот тут крутой домик, только его нужно рассматривать, наверное, вон с той стороны, потому что вплотную ничего не видно. И когда-то здесь был большой бильярдный клуб. Я очень любил сюда ходить и играть на русском бильярде. Дык-дык. Ну, больше и больше. Клево. Блам. Мне в Италии, может быть, нужна машина, потому что там полная задница с общественным транспортом. Там проблема. А здесь я не чувствую потребности. И там реально можно купить недорогую, но просто ты еще дорого заплатишь за комплекс регистрационный всей этой большой истории. В смысле, круче чем? Вот про что сейчас идет речь? Для меня круче, потому что у меня там работа на весь мир. Потому что у меня проектная работа. Потому что я архитектор-пейзажист. А если кто-то другой, то по каким параметрам будет оценивать, где ему круче? Я вам скажу, что вообще жить круче в России тем, кто вырос в России. Причем намного. И намного комфортней. А чтобы там жить, вам придется переламываться вот просто прям как я. Очень-очень болезненно. Никакой лафы из синекуры вас там не ждет. А ждет боль, счастье, радость, разочарование, отчаяние и прочие веселые штуки. В общем, за легкой жизнью в Европу смысла ехать нет. Только если с большой подушкой денег. А если этой подушки нету, то в России комфортней. Во, это тоже кусочки старого здания, промышленного комплекса. Да, на это все нужно обоснование. У меня очень серьезное на это обоснование, поэтому мне надо. А просто так я не знаю зачем. Россия супер страна. Но это понимаешь только если есть с чем сравнивать. А если просто вариться внутри, то, наверное, очень много претензий и вопросов. А если посравнивал, то примерял на себя практически. Прям практически. То многие вопросы почему-то сами сразу и отпадают. Это обводный канал рядом с красным треугольником. Нет, с этим. С красным треугольником, да. Что я ищу?
Я ничего не ищу. Вообще некоторые ездят с селфи-палкой и такие эти видосы на YouTube записывают. А что-то у меня вот пока ощущения контроля на селфи-палку не хватает. Мне бы справиться пока еще с этими сущностями, которые раз колесо, два поводок, три камера. Но я думаю, если практики побольше, а не просто там второй день, то мозг научится справляться. Вот, подъезжаю сюда и притормаживаю, знаете как? Тык-дык. Как повод собираю лошади. Но этого, конечно, делать не нужно, потому что тут тормозишь переносом веса. Блин, домик какой. Тоже классный. А дергание за колесо как бы ничего не дает. За поводок. Вон самокаты. Их вроде запретили, но вот, пожалуйста, они стоят. Вот они. Что это такое железное упало? Вот, город просыпается. Выглядит все офигенно. А вон и кофе начинает открываться. А, то есть законопроект, может, еще не принят? Ну, кстати, да, наверное. Тык-дык. Ну, в общем, скиллы прокачиваются. Ездить так очень удобно. Нереально комфортно. Я прибалдел от такого способа передвижения. И надеюсь, лето пройдет на нем. Мне дико понравилось. Вот фрагменты старой архитектуры. Советский период. Крутейший, крутейший, абсолютно.
ангелочек. Опс, засмотрелся, а тут такая, сейчас бы полетел. Вот бы, да, сейчас бы полетел. А тут и не запрыгнуть даже. Как раз про ангелочка говорил. Туда флаги вставляют. Народ просыпается. Вон, с собачками люди гуляют. Да-да-да, сталинская архитектура абсолютно превосходная, невероятная. Я ее очень люблю. Это сталинские архитекторы пересматривали под возможности высотного строительства архитектурные ордера. Не делали эти дурацкие кубики нелепые, а пересматривали древние ордера. И очень удачно это делали. Очень круто. Так, ладно. Я, короче, заканчиваю трансляцию. В общем, попробую это все на YouTube загрузить. Если TikTok мне это позволит. О, я уже так могу ехать. О, браво. Теперь нужно осталось только купить селфи-палку. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, пока.